Урок 1. Устойчивое управление отходами. Привет, Анна. Вы слышали о каких-либо эффективных способах устойчивого управления отходами? Привет, Джон. Да, есть несколько стратегий, которые мы можем принять для сокращения отходов. Приятно это слышать. Сокращение отходов имеет решающее значение для сохранения окружающей среды. Абсолютно. Одним из важных шагов является регулярная утилизация отходов. Переработка помогает отводить отходы со свалок и способствует сохранению ресурсов. Другим ключевым аспектом является минимизация одноразовых предметов, таких как полиэтиленовые пакеты и соломинки. Использование многоразовых альтернатив– простой, но эффективный способ сократить количество отходов. Также важно компостировать органические отходы, а не выбрасывать их в мусор. Компостирование позволяет органическим материалам естественным образом разлагаться и обогащать почву. Верно. Это отличный способ сократить выбросы метана со свалок. Существуют ли какие-либо конкретные рекомендации по эффективному компостированию? Да, важно сбалансировать соотношение зеленых и коричневых материалов в компостной куче. Зеленые материалы включают обрезки фруктов и скошенную траву, а коричневые– листья и ветки, верно. Верно. Достижение хорошего баланса обеспечивает правильную декомпозицию. Полезно знать основы компостирования. Что еще мы можем сделать для устойчивого управления отходами? Другой подход заключается в осознанном потреблении и избегании ненужных покупок. Осознанное потребление в первую очередь помогает сократить количество образующихся отходов. Абсолютно. Важно учитывать срок службы и воздействие на окружающую среду продуктов, которые мы покупаем. Отличное замечание. Осознанный выбор может иметь большое значение. Также важно поддерживать предприятия, которые уделяют приоритетное внимание устойчивому развитию и сокращению отходов. Поддерживая экологически чистые компании, мы способствуем формированию более устойчивого рынка. Верно. Наш выбор как потребителей может способствовать позитивным изменениям. Вдохновляет то, как небольшие действия могут способствовать более устойчивому будущему. Действительно. Когда речь идет об утилизации и сохранении отходов, важны все усилия. Спасибо, что поделились этой ценной информацией, Анна. Они практичны и эффективны. Добро пожаловать, Джон. Давайте продолжим повышать осведомленность и принимать меры для того, чтобы планета стала более зеленой. Безусловно, Анна. Вместе мы можем внести вклад в устойчивое управление отходами. Приветствую вас, Джон. Давайте будем стремиться к более чистому и экологичному будущему. Действительно, ура! За устойчивое управление отходами и за более здоровую планету для всех. Урок 2. Продвижение возобновляемых источников энергии. Привет, Анна. Вы следите за событиями в области возобновляемых источников энергии. Привет, Джон. Да, возобновляемые источники энергии имеют решающее значение для устойчивого будущего. Верно. Какие возобновляемые источники энергии вам интересны? Солнечная энергия особенно интересна.
Она использует энергию Солнца. Солнечная энергия богата и чиста, что делает ее многообещающей альтернативой ископаемому топливу. Абсолютно. Важно продвигать солнечную энергию как жизнеспособный источник энергии. Есть ли какие-либо конкретные преимущества солнечной энергии, о которых вы можете подумать? Солнечная энергия является возобновляемой, а это значит, что она не иссякнет, как ископаемое топливо. Это существенное преимущество. Нам нужны устойчивые источники энергии в долгосрочной перспективе. Солнечные панели также можно устанавливать на крышах, используя доступное пространство. Это удобно. Это позволяет отдельным лицам и сообществам вырабатывать собственную электроэнергию. Еще один интересный возобновляемый источник энергии — энергия ветра. Ветроэнергетика использовалась веками, но сейчас она становится все более совершенной. Ветровые турбины могут вырабатывать электроэнергию, используя энергию ветра. Это впечатляет. Приятно видеть, что энергия ветра используется в более широких масштабах. Ветровые электростанции строятся в районах с сильным и постоянным ветром. Приятно наблюдать за развитием ветроэнергетики как устойчивого решения. Еще один возобновляемый источник энергии, о котором стоит упомянуть — гидроэнергетика. Гидроэнергетика использует проточную воду для производства электроэнергии, верно? Да, он может быть вызван реками, плотинами или даже океанскими приливами. Гидроэнергетика используется уже давно и является надежным источником энергии. Действительно, это чистый и возобновляемый вариант производства электроэнергии. Отрадно видеть переход к возобновляемым источникам энергии. Абсолютно. Инвестиции в возобновляемые источники энергии — это инвестиции в устойчивое будущее. Спасибо, что поделились этим мнением, Анна. Важно повышать осведомленность о возобновляемых источниках энергии. Добро пожаловать, Джон. Давайте продолжим продвигать и поддерживать инициативы в области возобновляемых источников энергии. Определенно, Анна. Вместе мы можем оказать положительное влияние на окружающую среду. Давайте распространим информацию о преимуществах возобновляемых источников энергии и вдохновим других на действия. Спасибо, Анна. Вперед в будущее, основанное на чистой и устойчивой энергии. Действительно, ура, Джон! Давайте будем работать над тем, чтобы будущее стало более зеленым и светлым. Абсолютно. Давайте перейдем на возобновляемые источники энергии и создадим устойчивый мир для будущих поколений. Урок 3. Искусство фотографии. Привет, Анна. Я слышал, ты увлекаешься фотографией. Какие предметы тебе нравится снимать? Привет, Джон. Мне нравится снимать пейзажи и природные сцены. Пейзажи могут захватывать дух. Есть ли у вас любимое место? Я люблю ходить в горы или вблизи водоемов, чтобы запечатлеть безмятежные пейзажи. Звучит потрясающе. Природа может предложить так много красоты. Так оно и есть. Мне также нравится фотографировать людей и запечатлевать их эмоции.
Фотосъемка людей может быть очень выразительной. Как вы к этому подходите? Я стараюсь запечатлеть откровенные моменты, отражающие их истинную индивидуальность. Откровенные снимки часто выглядят естественно и непринужденно. Да, речь идет о том, чтобы запечатлеть сущность человека в этот конкретный момент. Звучит сложно, но полезно. Какие-нибудь другие объекты вам нравится фотографировать? Архитектура — еще одна область, которая меня интригует. Архитектурная фотография может продемонстрировать уникальные проекты и сооружения. Именно так. Мне нравится запечатлеть сложные детали и игру света и теней. Интересно, как фотография позволяет нам оценить красоту разных предметов. Абсолютно. Это помогает нам взглянуть на мир с другой точки зрения. Какое оборудование вы используете для фотографирования? У меня есть цифровая зеркальная камера с разными объективами для разных ситуаций. Правильное оборудование может улучшить качество ваших фотографий. Композиция играет важную роль в создании визуально привлекательных изображений. Так оно и есть. Это помогает направлять взгляд зрителя и вызывать эмоции. Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто начинает заниматься фотографией? Практика играет ключевую роль. Экспериментируйте с разными предметами и техниками. Это хороший совет. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше становитесь. И не бойтесь пробовать что-то новое и расширять творческие границы. Это отличный образ мышления. Все дело в непрерывном обучении и росте. Фотография — прекрасный способ выразить творческий потенциал и запечатлеть моменты. Это действительно так. Спасибо, что поделились своей страстью к фотографии, Анна. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, это вдохновит других на изучение искусства фотографии. Давайте предложим другим взять в руки камеру и начать снимать свои уникальные ракурсы. Безусловно, Джон. Давайте отдадим должное красоте фотографии и тем историям, которые она может рассказать. Спасибо, Анна. Давайте перейдем к искусству фотографии и моментам, которые оно увековечивает. Действительно, ура, Джон. Давайте продолжим снимать мир через объективы и делиться своим видением с другими. Определенно, Анна. Давайте продолжим вдохновлять и вдохновляться искусством фотографии. Урок 4. Основные аксессуары. Привет, Анна. Я только что купил новый планшет и ищу защитную пленку. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Привет, Джон. Недавно я тоже купил защитную пленку для своего планшета. Я могу помочь вам в этом. Это было бы замечательно. Я хочу защитить свой планшет от царапин и случайных падений. Понимаю. Хороший протектор может обеспечить необходимую защиту. Какой протектор вы купили для своего планшета? Я выбрал защитную пленку из закаленного стекла. Он обеспечивает долговечность и прозрачность.
Звучит как неплохой вариант. Я хочу сохранить четкость экрана. Определенно. Защитные пленки из закаленного стекла известны тем, что сохраняют качество экрана. Помимо протектора, можете ли вы порекомендовать другие аксессуары? Да, чехол для планшета может обеспечить общую защиту и придать ему стильный вид. Неплохая идея. Чехол также может предотвратить повреждение корпуса планшета. Когда речь идет о защите электронных устройств, всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть. Абсолютно. Я добавлю чехол для планшета в свой список необходимых аксессуаров. Еще один полезный аксессуар – стилус. Это может повысить точность и контроль. Это может пригодиться, особенно для задач, требующих точного ввода. Да, стилус отлично подходит для рисования, заметок или даже игр. Я тоже обязательно подумаю о приобретении стилуса. Звучит универсально. Наконец, подставка для планшета может быть полезна для просмотра в режиме громкой связи или видеозвонков. Это хорошие предложения. Так было бы удобнее использовать планшет. Действительно, подставка может обеспечить лучший угол обзора и снизить нагрузку на руки. Спасибо за эти рекомендации, Анна. Я составлю список этих аксессуаров. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что смогла помочь. Правильные аксессуары могут улучшить работу с планшетом. Абсолютно. Важно защитить наши устройства и максимально эффективно использовать их. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас были все необходимые аксессуары для поддержания наших планшетов в отличной форме. Определенно, Анна. Вас ждет надежная и приятная игра на планшете. Приветствую вас, Джон. Давайте сделаем наши планшеты более функциональными и стильными с помощью этих аксессуаров. Действительно, ура, Анна. Давайте создадим контрольный список и приобретем все необходимое для наших планшетов. Безусловно, Джон. Вместе мы сможем максимально использовать наши планшеты и в полной мере реализовать их потенциал. Давайте начнем, Анна. Давайте подберем идеальные аксессуары для наших планшетов. Урок 5. Навигация по городу. Привет, Анна. Мне нужно добраться до центра города. Вы знаете, на каком автобусе мне сесть? Привет, Джон. Да, тебе стоит сесть на автобус номер 12. Он идет прямо туда. Это удобно. Это частый автобус с регулярным расписанием. Да, автобус номер 12 ходит каждые 15 минут в часы пик. Это полезно. Тогда мне не придется долго ждать. Именно так. Это популярный маршрут, поэтому автобусы обычно ходят вовремя. Есть ли какие-нибудь достопримечательности или остановки, на которые мне стоит обратить внимание? Основные остановки на маршруте – мэрия и центральный вокзал. Отлично. Я обязательно буду следить за этими достопримечательностями. Неплохая идея. Это поможет вам сориентироваться в городе.
Есть ли конкретная автобусная остановка, где мне следует сесть на автобус номер 12? Да, рядом с торговым центром есть специальная автобусная остановка. Это удобно. Оттуда, где я нахожусь, я легко доберусь до торгового центра. Это популярная остановка, поэтому найти ее не составит труда. Стоит ли ожидать переполненного автобуса в часы пик? Да, автобус может быть переполнен, особенно в час пик. Я учту это и планирую свое путешествие соответствующим образом. Это разумный подход. Приятно быть готовым к переполненным автобусам. Мне нужно купить специальный билет на этот автобус. Вы можете приобрести билет на одну поездку или дневной абонемент для неограниченного количества поездок. Я куплю дневной абонемент. Мне так будет удобнее. Это разумный выбор, особенно если вы планируете больше исследовать город. Спасибо за всю информацию, Анна. Я ценю твою помощь. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог помочь вам с планами путешествий. Всегда приятно иметь знакомого с городом человека, который поможет вам. Я с радостью помогу. Изучение новых мест может быть увлекательным занятием. Определенно. Я с нетерпением жду возможности посетить центр города. Уверен, вы отлично проведете время. Приятного путешествия, Джон. Спасибо, Анна. Я обязательно последую вашим инструкциям и сяду на автобус номер 12. Безопасных путешествий, Джон. Прекрасно проведите время, исследуя центр города. Я так и сделаю, Анна. Еще раз спасибо за рекомендации. Береги себя. Урок 6. Веселые приключения. Привет, Анна. Я отлично провела время в нашей последней поездке. Вместе веселее. Привет, Джон, я полностью согласен. Нам следует начать планировать наше следующее приключение. Определенно. Всегда интересно исследовать новые места и создавать воспоминания. Думаю, нам стоит подумать о том, чтобы отправиться в поход. Это отличный способ соединиться с природой. Это фантастическая идея. Мы можем полюбоваться живописными видами и позаниматься спортом. Именно так. Пешие прогулки позволяют нам оценить красоту природы. Мы можем исследовать разные трассы и выбрать ту, которая соответствует нашему уровню физической подготовки. Да, давайте найдем тропу, которая предлагает умеренную сложность и захватывающие пейзажи. Было бы здорово подняться на вершину и полюбоваться захватывающими дух видами. Мы также должны взять с собой закуски и воду, чтобы зарядиться энергией. Хорошие замечания. Во время похода важно избегать обезвоживания и заправляться топливом. Мы можем взять с собой камеру, чтобы запечатлеть потрясающие моменты в пути. Абсолютно. Мы можем задокументировать наши приключения и поделиться им с другими. Было бы здорово создать журнал о путешествиях или блог о наших походах. Это креативная идея. Мы можем писать о трассах, трудностях и наградах.
Возможно, мы даже вдохновим других отправиться в поход. Это было бы потрясающе. Обмен опытом может быть одновременно информативным и вдохновляющим. Мы также должны проверить прогноз погоды, прежде чем отправиться в поход. Определенно. Важно быть готовыми и одеваться в соответствии с условиями. Мы можем носить удобную походную обувь и одеваться слоями для изменения температуры. Всегда лучше быть слишком подготовленным, чем недостаточно подготовленным. Безопасность должна быть нашим главным приоритетом. Мы должны сообщить кому-нибудь о наших планах походов. Да, важно сообщить доверенному лицу, где мы окажемся и когда вернемся. Мы также можем взять с собой карту, компас и аптечку первой помощи на всякий случай. Отличная идея. Наличие подходящих инструментов может сделать наш поход более безопасным. Я в восторге от нашего следующего приключения, Джон. Оно будет незабываемым. Точно так же, Анна. Мне не терпится отправиться в путь и насладиться красотой природы. Давайте начнем планировать и сделаем наше следующее приключение незабываемым. Безусловно, Анна. Вместе мы отправимся в еще одно увлекательное путешествие. С нетерпением жду этого, Джон. Давайте сделаем наше следующее приключение необычным. Давай сделаем это, Анна. Вас ждут захватывающие походы и незабываемые впечатления. Ура, Джон! Давайте проведем время вместе с максимальной пользой и создадим воспоминания на всю жизнь. Действительно, ура, Анна. Давайте начнем планировать и приготовимся к следующему приключению. Урок 7. Баланс между работой и отдыхом. Привет, Анна. В последнее время я очень много работаю. Важно оставаться продуктивным, верно? Привет, Джон, конечно. Однако не забывайте также давать себе перерывы и дни отдыха. Вы правы. Отдых крайне важен для поддержания здорового баланса между работой и личной жизнью. Очень важно зарядиться энергией и избежать эмоционального выгорания. Как вы обычно расслабляетесь? Мне нравится читать книги или гулять на природе. Это помогает мне расслабиться. Звучит прекрасно. Отдых на работе и общение с природой могут восстановить силы. А как же ты, Анна? Как вы находите моменты отдыха в напряженном графике? Мне нравится заниматься медитацией осознанности. Это помогает мне очистить ум и обрести внутренний покой. Отлично. Внимательность может стать мощным инструментом для снижения стресса и повышения концентрации внимания. Абсолютно. Важно найти занятия, которые приносят нам радость и помогают расслабиться. Я согласен. Хобби и общение с близкими также помогают мне расслабиться. Качественное время, проведенное с друзьями и семьей, бесценно. Это может стать источником комфорта и поддержки. Определенно. Наличие надежной системы поддержки важно для общего благополучия. Очень важно уделять приоритетное внимание уходу за собой и прислушиваться к потребностям нашего тела. Да, забота о себе не эгоистична.
Это необходимо для поддержания физического и психического здоровья. Абсолютно. Не забывайте также планировать регулярные перерывы в течение рабочего дня. Это хорошее напоминание. Короткие перерывы действительно могут повысить производительность. Да, это позволяет нашему мозгу зарядиться энергией и помогает нам сохранять концентрацию и творческие способности. Я обязательно буду делать регулярные перерывы в своей работе. Спасибо за совет. Добро пожаловать, Джон. Помните, что баланс между работой и личной жизнью– ключ к долгосрочному успеху и счастью. Я ценю твою поддержку, Анна. Давайте посоветуем друг другу уделять приоритетное внимание уходу за собой. Безусловно, Джон. Вместе мы сможем создать более здоровый и полноценный образ жизни. Спасибо, Анна. Давайте приложим сознательные усилия, чтобы найти моменты отдыха и омоложения. Согласен, Джон. Давайте найдем идеальный баланс между работой и отдыхом. Ура, Анна! Давайте позаботимся о себе и будем вести сбалансированную жизнь. Действительно, ура, Джон. Впереди более здоровое, счастливое и продуктивное будущее. Ура, Анна! Давайте не забудем также давать себе перерывы и дни отдыха. Урок 8. Покупка одежды. Привет, Анна. Мне нужно обновить свой гардероб. Я хочу красивую рубашку и брюки. Давайте сначала их поищем. Любой цвет. Привет, Джон, конечно. Покупка одежды может доставлять удовольствие. Мы можем начать с посещения разных магазинов. Похоже на план. Я предпочитаю стильную и удобную рубашку. А как же ты? Я согласен. Главное– комфорт. Мне также нравятся рубашки с интересными узорами или графическим рисунком. Неплохая идея. Уникальные узоры могут придать одежде нотку индивидуальности. Когда дело доходит до брюк, вы имеете в виду какой-то определенный стиль или материал. Я готов рассмотреть разные варианты. Обычно я выбираю облегающие брюки универсального цвета, например, черного или темно-синего. Брюки приталенного кроя– отличный выбор. Они выглядят современно и по индивидуальному заказу. Абсолютно. Важно найти одежду, которая хорошо сидит по фигуре и позволит нам чувствовать себя уверенно. Давайте посетим несколько магазинов и попробуем разные варианты, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вас. Похоже на план. Примерка одежды позволяет нам увидеть, как она выглядит и ощущается на нашем теле. Это также хорошая возможность поэкспериментировать с разными стилями и цветами. Я согласен. Попробовать что-то новое может быть увлекательно и помочь нам открыть для себя новые модные предпочтения. Давайте не забудем рассмотреть ткань. Дышащие и высококачественные материалы важны для комфорта. Вы правы. Стоит инвестировать в одежду, которая прослужит долго и позволит нам чувствовать себя комфортно в течение дня. Мы также можем проверить интернет-магазины на предмет более широкого спектра вариантов и конкурентоспособных цен. Покупки в интернете обеспечивают удобство и позволяют нам изучать различные бренды.
Просто не забудьте проверить таблицы размеров и прочитать отзывы покупателей перед покупкой. Хорошие замечания. Согласно предоставленным размерам, важно убедиться, что одежда хорошо сидит по фигуре. Как только мы найдем идеальную рубашку и брюки, мы сможем подумать о подходящих аксессуарах. Аксессуары могут украсить наряд. Стильные часы или ремень могут стать завершающим штрихом. Абсолютно. Аксессуары дают возможность выразить наш индивидуальный стиль. Я с нетерпением жду новых дополнений в своем гардеробе. Давайте начнем наше шопинг-приключение. Давай сделаем это, Джон. Мы подберем для вас красивую рубашку и брюки, которые вам понравятся. Спасибо, Анна. Ваш опыт в сфере моды очень ценится. Пойдем за покупками. Урок 9. Выделяясь на рынке. Привет, Анна. Развивая наш бизнес, очень важно понимать болевые точки наших клиентов. Согласны? Привет, Джон, конечно. Знание проблем наших клиентов поможет нам найти лучшее решение. Именно так. Как только мы поймем их проблемы, мы сможем обдумать идеи о том, как выделиться на фоне конкурентов. Отличный подход. Выделиться на рынке– ключ к привлечению клиентов. Нам следует сосредоточиться на выявлении уникальных преимуществ, которые отличают нас от конкурентов. Согласовано. Предлагая что-то новое или решая проблему уникальным способом, мы можем получить конкурентное преимущество. Есть ли у вас какие-либо первоначальные идеи о том, как мы можем дифференцировать наш бизнес? Одна из идей заключается в обеспечении исключительного обслуживания клиентов. Сделав все возможное, вы сможете произвести неизгладимое впечатление. Отличное предложение. Заботливое и внимательное отношение к нашим клиентам может укрепить доверие и лояльность. Другая идея заключается в создании запоминающегося фирменного стиля с помощью эффективного повествования и визуального дизайна. Отличное замечание. Сильное присутствие бренда может привлечь клиентов и сделать нас более узнаваемыми. Мы также можем сосредоточиться на инновациях продуктов. Разработка уникальных функций может выделить наше предложение на фоне конкурентов. Инновации – это ключ к успеху. Постоянное улучшение наших продуктов на основе отзывов клиентов может привести к успеху. Кроме того, мы можем изучить возможности партнерства и сотрудничества, чтобы расширить наш охват и предложить разнообразные решения. Сотрудничество может открыть новые перспективы и помочь нам выйти на новые рынки. Нам также следует учитывать, как маркетинг и эффективная коммуникация помогают нам выделиться на фоне конкурентов. Абсолютно. Создание убедительных сообщений и привлечение целевой аудитории помогут нам выделиться. Инвестирование в маркетинговые исследования может дать ценную информацию и помочь нам адаптировать наши предложения к потребностям клиентов. Исследования имеют решающее значение. Понимание нашего целевого рынка будет определять наши стратегии принятия решений и дифференциации. Наконец, мы можем уделять приоритетное внимание отзывам клиентов и постоянно улучшать их на основе их предложений. Выслушивание наших клиентов и соответствующая адаптация продемонстрируют нашу приверженность их удовлетворению. Согласен, Джон.
Сосредоточившись на этих идеях, мы сможем выделиться и занять прочное место на рынке. Спасибо, Анна. Я ценю ваш вклад. Давайте работать вместе, чтобы реализовать эти стратегии и выдвинуть наш бизнес на фоне конкурентов. Добро пожаловать, Джон. Я очень рад, что наш бизнес процветает. Давайте изменим рынок к лучшему. Безусловно, Анна. Давайте выделиться и обеспечить исключительную ценность для наших клиентов. Вместе мы добьемся успеха. Действительно вместе, Джон. Давайте выделиться и оказать положительное влияние. Вперед в светлое будущее. Ура, Анна! Впереди наш путь к дифференциации и успеху. Урок 10. Тяга к домашнему мороженому. Привет, Анна. В последнее время я жажду домашнего мороженого. Звучит потрясающе, не правда ли? Привет, Джон, конечно. Во вкусе домашнего мороженого есть что-то особенное. Я согласен. Свежесть и вкус не имеют себе равных. Вы когда-нибудь готовили мороженое дома? Да, у меня есть. Это веселое и вкусное занятие. Кроме того, вы можете настроить вкусы по своему вкусу. Это просто фантастика. Мне бы очень хотелось научиться это делать. У тебя есть любимые вкусы мороженого? А с чего мне начать? Мне нравятся классические ароматы, такие как шоколад и ваниль, но мне также нравится экспериментировать с уникальными сочетаниями, такими как лавандовый мед или соленая карамель. Эти ароматы звучат просто фантастически. Я больше люблю фрукты. Мне нравятся такие ароматы, как клубника или манго. Фруктовые ароматы освежают, особенно летом. Давайте рассмотрим несколько рецептов домашнего мороженого. Отличная идея. Мне не терпится попробовать приготовить мороженое самостоятельно. У вас есть рекомендации по рецептам? Один простой рецепт – базовое ванильное мороженое. Вам понадобится молоко, сливки, сахар и экстракт ванили. Это классический вкус, которым можно наслаждаться как отдельно, так и в сочетании с другими десертами. Звучит очень вкусно. Мне нравится идея начать с классического вкуса. Каков процесс его приготовления? Все довольно просто. Сначала вам нужно нагреть молоко и сливки в кастрюле, пока они не станут теплыми, но не закипят. Затем добавьте сахар и ванильный экстракт, пока они не станут однородными. После этого дайте смеси остыть и поставьте ее в холодильник на несколько часов. Наконец, вы наливаете его в машину для мороженого и взбиваете в соответствии с инструкциями машины. Звучит выполнимо. Мне нравится, что для этого не требуется слишком много сложных шагов. Я попробую. Отлично! Уверена, вам понравится процесс и вкусное домашнее мороженое в конце. Спасибо, что поделились рецептом, Анна. Есть ли у вас какие-либо советы, как сделать мороженое очень сливочным? Абсолютно. Один из советов: перед взбиванием убедитесь, что смесь хорошо охлаждена. Это помогает добиться более кремовой текстуры. Вы также можете добавить в смесь небольшое количество кукурузного крахмала или желатина, чтобы улучшить кремообразность. Это полезные советы.
Я учту их при приготовлении мороженого. Не могу дождаться, когда смогу попробовать его. Я очень рада за тебя, Джон. Домашнее мороженое – это лакомство, которое стоит попробовать. Наслаждайтесь процессом и восхитительными результатами. Спасибо, Анна. Я ценю ваше руководство. Я дам вам знать, чем все обернется. Давай скоро побалуем себя домашним мороженым. Похоже на план, Джон. С нетерпением жду этого. Приятного вам приключения по приготовлению мороженого. Сделаю, Анна. Еще раз спасибо. Мы готовы удовлетворить наших сладкоежек домашним мороженым. Урок 11. Обмен идеями и предложениями. Привет, Анна. Я думала о том, как улучшить наш проект. Если это хорошая идея, что вы посоветуете? Привет, Джон. Я рад, что ты открыт для новых идей. Я предлагаю провести опрос, чтобы собрать отзывы нашей целевой аудитории. Отличное предложение, Анна. Опрос позволит получить ценную информацию и поможет нам принимать обоснованные решения. Как нам это сделать? Мы можем создать онлайн-опрос, используя такую платформу, как Google Forms или SurveyMonkey. Мы разработаем вопросы, касающиеся конкретных аспектов нашего проекта, и поделимся ссылкой на опрос с нашей аудиторией. Отлично. Таким образом, мы можем собирать данные непосредственно у нашей целевой аудитории и понимать ее предпочтения. Есть ли другие предложения? Другая идея – организовать фокус-группу или серию интервью с избранной группой лиц, представляющих наш целевой рынок. Это позволит нам провести углубленные обсуждения и получить качественную обратную связь. Отличное предложение, Анна. Личное общение может дать ценную информацию и помочь нам глубже понять нашу аудиторию. Я рассмотрю возможность организации фокус-группы. Кроме того, мы можем проанализировать стратегии наших конкурентов и определить области, в которых мы можем выделиться. Это даст нам конкурентное преимущество. Это разумный подход, Анна. Понимание сильных и слабых сторон конкурентов поможет нам эффективно позиционировать себя. Я проведу тщательный анализ конкурентов. Еще одно предложение заключается в изучении партнерских отношений с другими компаниями или влиятельными лицами в нашей отрасли. Сотрудничество может расширить наш охват и привлечь более широкую аудиторию. Отличная идея, Анна. Сотрудничество с другими может открыть новые перспективы и открыть двери для новых возможностей. Я начну изучать потенциальные варианты сотрудничества. Нам также следует рассмотреть возможность использования платформ социальных сетей для взаимодействия с нашей аудиторией и создания сильного присутствия в интернете. Это эффективный способ связи с нашим целевым рынком. Отличное замечание, Анна. Социальные сети – мощный инструмент для коммуникации и создания бренда. Я буду работать над разработкой стратегии в социальных сетях. Наконец, я предлагаю регулярно просматривать и анализировать наши данные и отзывы для принятия решений на основе данных. Это поможет нам определить области, нуждающиеся в улучшении, и оценить наш прогресс. Безусловно, Анна. Непрерывное совершенствование – ключ к успеху. Я позабочусь о том, чтобы мы наладили обратную связь и регулярно анализировали наши данные. Похоже, это хороший план, Джон. Реализуя эти предложения, мы сможем улучшить наш проект и лучше обслуживать аудиторию.
Спасибо, Анна, за ценный вклад. Я ценю ваши предложения. Давайте вместе воплотим эти идеи в жизнь и поднимем наш проект на новый уровень. Добро пожаловать, Джон. Я очень рад, что наш проект процветает. Вместе мы добьемся успеха. Действительно вместе, Анна. Давайте воплотим эти идеи в жизнь и достигнем наших целей. За инновационный и успешный проект. Урок 12. Обмен историями и опытом. Здорово. Где вы ее нашли? Я нашла его в местном бутике в центре города. У них есть уникальные и модные вещи. Отлично. Мне нравится открывать для себя скрытые жемчужины города. Ты часто находишь там что-то интересное. Да, мне нравится посещать разные магазины и рынки. Никогда не знаешь, с чем ты можешь столкнуться. Это правда. Всегда приятно наткнуться на что-то неожиданное. Делитесь ли вы своими историями с другими? Абсолютно. Мне нравится делиться своими приключениями по магазинам с друзьями и семьей. Это интересный способ общаться и обмениваться опытом. Я согласен. Обмен историями позволяет нам учиться друг у друга и открывать для себя новые места. Вы когда-нибудь вдохновляли кого-то посетить рекомендованный вами магазин? Да, у меня есть. Приятно, когда кто-то посещает магазин по моей рекомендации и наслаждается полученным опытом. Это все равно, что дарить радость открытий. Это замечательно. Ваши рекомендации должны иметь большое значение. Придется обратить внимание на ваши любимые магазины. Я с радостью поделюсь с вами своими рекомендациями, Джон. Дайте мне знать, если вы ищете что-то конкретное. Спасибо, Анна. Я ценю твою готовность поделиться. Я всегда в поиске уникальных магазинов с интересными находками. Добро пожаловать, Джон. Я рада, что могу помочь. Мне нравится исследовать новые места и делиться историями. Звучит как фантастическое хобби. Я также буду держать вас в курсе любых интересных открытий, которые я сделаю. Это было бы здорово, Джон. Я с нетерпением жду ваших впечатлений. Это как виртуальная экскурсия по городу. Безусловно, Анна. Делясь своими историями, мы сможем по-новому взглянуть на город, даже если физически мы не можем находиться там вместе. В этом прелесть повествования. Оно сближает людей и создает связи, где бы мы ни находились. Ты абсолютно права, Анна. Истории способны преодолевать расстояние и создавать общий опыт. Давайте продолжим делиться друг с другом и вдохновлять друг друга. Не могу не согласиться, Джон. Мы рады повествованию истории и приключениям, которые нас ждут. Пусть истории разворачиваются. Ура, Анна! Пусть наши истории вдохновляют и радуют других. Давайте продолжим рассказывать истории и расширять связи. Урок 13. Изучение местных бутиков. Здорово. Где вы ее нашли? Я нашла его в местном бутике в центре города. У них есть уникальные и модные вещи. Отлично.
Вы часто посещаете местные бутики. Да, мне нравится посещать разные магазины и рынки. Никогда не знаешь, с чем ты можешь столкнуться. Это правда. Всегда приятно наткнуться на что-то неожиданное. Вы нашли другие интересные бутики в этом районе. Определенно. В нескольких кварталах есть еще один бутик, в котором представлен отличный выбор украшений ручной работы. Украшения ручной работы выглядят завораживающе. Мне придется это проверить. Есть ли другие типы магазинов, которые вы хотели бы посетить? Помимо бутиков, мне также нравится посещать антикварные магазины и комиссионные магазины. Здесь можно найти уникальные сокровища. Похоже, это интересный способ найти скрытые драгоценные камни. Когда-нибудь мне придется вместе с вами отправиться в одно из ваших приключений по магазинам. Было бы здорово, Джон. Всегда приятнее исследовать новое место с другом. Я согласен. Совместные исследования позволяют нам делиться опытом и открывать для себя что-то новое. Вы когда-нибудь находили что-то действительно особенное в бутике? Да, однажды я нашла винтажное платье в отличном состоянии. Это была единственная в своем роде вещь. Это потрясающе. Наверное, это было похоже на поиск сокровищ. Есть ли у вас какие-либо советы по поиску уникальных вещей в бутиках? Один совет – не торопитесь и просмотрите все. Иногда лучшие находки прячутся среди стеллажей. Это хорошее замечание. Когда дело доходит до поиска уникальных предметов, главное – терпение. Я буду иметь это в виду. У вас есть еще какие-нибудь советы? Еще один совет – завяжите разговор с владельцами или сотрудниками магазина. Они часто обладают ценной информацией и могут порекомендовать спрятанные сокровища. Налаживание отношений с владельцами магазинов делает покупки еще более приятными. Я приложу усилия, чтобы связаться с ними. Спасибо за советы, Анна. Добро пожаловать, Джон. Я рад, что смог поделиться с вами советами. Удачных покупок и желаю вам найти множество уникальных сокровищ. Спасибо, Анна. Я ценю ваше руководство. Давайте продолжим исследовать местные бутики и вместе искать скрытые драгоценные камни. Безусловно, Джон. Вас ждут новые приключения по магазинам и радость открытия чего-то особенного. Пойдем. Ура, Анна! Давайте отправимся за покупками и оставим незабываемые впечатления. К новым бутикам и уникальным находкам. Урок 14. Выпечка сладких угощений. Привет, Анна. В последнее время я экспериментирую на кухне. Мы готовим разнообразные печенья, торты и пироги. Это сладкое угощение для всех. Привет, Джон, звучит очень вкусно. Выпечка – прекрасный способ удовлетворить наших сладкоежек. Какой твой любимый десерт? Мне нравится готовить печенье с шоколадной крошкой. Аромат свежеиспеченного печенья неотразим. Как насчет тебя, Анна? Обожаю печь яблочный пирог. Сочетание корицы и яблок просто восхитительно. Есть ли у вас секретные советы по приготовлению идеального печенья? Один совет – охладите тесто для печенья перед выпечкой. Это поможет предотвратить чрезмерное растекание теста и придать ему более жевательную текстуру.
Отличный совет, Джон. Я учту это в следующий раз, когда буду печь печенье. Есть ли у вас какие-либо советы по приготовлению слоеной корочки для пирога? Абсолютно. Один совет: при приготовлении теста используйте холодное масло и ледяную воду. Это помогает образовывать слои и придает желаемую хлопьевидность. Я никогда об этом не знала. Спасибо, что поделились, Джон. Я попробую. Выпечка может доставлять массу удовольствия, особенно когда мы изучаем новые техники. Добро пожаловать, Анна. Выпечка — это непрерывный процесс обучения, и всегда интересно пробовать что-то новое. У вас когда-нибудь случались проблемы с выпечкой? Да. Однажды я забыла добавить разрыхлитель в пирог, и он получился очень плотным. Но мы учимся на своих ошибках, верно? Абсолютно. Неудачи в банковском деле случаются со всеми. Главное — продолжать стараться и не бояться экспериментировать. У вас есть любимый рецепт? У меня есть семейный рецепт шоколадного торта, который передавался из поколения в поколение. Это, безусловно, мой самый любимый на все времена. Семейные рецепты лучшие. В них так много воспоминаний и традиций. Когда-нибудь я бы с удовольствием попробовал твой шоколадный торт. Можешь поделиться рецептом? Конечно, я буду рад поделиться этим с вами, Джон. Уверен, вам понравится так же, как и моей семье. Выпечка объединяет людей. Спасибо, Анна. Я ценю твою готовность поделиться. Выпечка — это действительно прекрасный способ общаться с другими людьми и радовать их угощениями. Добро пожаловать, Джон. Выпечка — универсальный язык, который вызывает улыбки на лицах людей. Давайте продолжим печь и делиться своими сладкими творениями. Безусловно, Анна. Впереди еще много приключений в области выпечки и наслаждения вкусными угощениями. Давайте выпекаем дальше. Урок 15. Художественные инструменты и техники. Привет, Анна. В последнее время я работаю над несколькими проектами по рисованию. Для рисования мне нужны были кисти и валики. Для других проектов требовалось только. Привет, Джон, это интересно. Удивительно, как разные художественные проекты требуют разных инструментов. Какие еще инструменты вам нужны? Мне также нужна была палитра и немного краски. Смешивание цветов — важная часть процесса рисования. Согласен, Джон. Хорошая палитра помогает нам смешивать цвета и создавать уникальные оттенки. Использовали ли вы какие-либо особые техники рисования? Да, я экспериментировала как с техникой «мокрая по влажному», так и с сухой чисткой. Процедура «мокрая по мокрому» выглядит мягче, а сухая — текстуру. Это очень интересно. Различные техники могут полностью изменить результат картины. Вы пробовали другие техники? Я также попробовал остекление, при котором полупрозрачные цвета накладываются друг на друга для придания произведениям глубины и насыщенности. Остекление звучит интригующе. Оно должно придать картине прекрасную яркость. Есть ли у вас любимые цвета для работы? Мне нравится работать с блюзом и зеленью. Они пробуждают ощущение спокойствия и природы. Как насчет тебя, Анна? Какие-нибудь любимые цвета? Меня привлекают теплые землистые тона, такие как коричневый и апельсиновый. Они заставляют меня чувствовать себя спокойно и уютно.
Цвета оказывают такое влияние на наши эмоции. Безусловно, Анна. Цвета способны вызывать различные эмоции и задавать настроение произведению искусства. Это действительно завораживает. Вы когда-нибудь пробовали другие виды искусства? Да, я занимался гончарным делом и скульптурой. Это другой способ выражения творческих способностей и работы с трехмерными формами. Гончарство и скульптура требуют другого набора навыков. Удивительно, как искусство может принимать самые разные формы. Есть ли у вас какие-либо советы для новичков в мире искусства? Один совет – регулярно тренируйтесь и не бойтесь ошибаться. Искусство – это путь к самовыражению, и каждый штрих имеет значение. Отличный совет, Анна. Главное – настойчивость и заинтересованность в учебном процессе. Есть ли у вас любимые художники, которые вдохновляют вас? Меня вдохновляют работы Винсента ван Гога. Его использование ярких цветов и выразительных мазков действительно завораживает. Творчество Ван Гога не подвластно времени. Его уникальный стиль продолжает вдохновлять целые поколения художников. Спасибо, что поделились, Анна. Давайте продолжим исследовать мир искусства вместе. Добро пожаловать, Джон. Искусство – это бесконечное приключение. Давайте продолжим творить, исследовать и черпать вдохновение. Вперед в наши творческие путешествия! Ура, Анна! Пусть наши творческие начинания приносят нам радость, удовлетворение и бесконечный творческий потенциал. Давайте раскрасим наш мир красками и воображением.